Друзья, знаете, что это будет? Это будет суп из креветок. А вернее из того, что останется от этих креветок, друзья. Значит, в этом супе, почему он мне понравился, он очень оригинальный. Это суп, кстати, французской кухни. Он готовится не из креветок, то есть не из мяса, а из хитина. То есть вот из этого всего, друзья, посмотрите. Это вот это очистки, да, так скажем. Здесь головы, панцири, хвосты и так далее. Ну и мясо тоже, конечно, немножко попадает. Весь этот суп, он готовится вот из этого. Так что вот так, сижу уже минут 20 и чищу креветки. Вот такая куча получилась очисток. Головы, хвосты, панцири, в общем, все. Сейчас мы что делаем? Сейчас уже процесс пошел, друзья. Сливочное масло, пол пачки. И чтобы оно не горело, добавляем оливковое. Сейчас мы это креветочное хозяйство должны слегка обжарить. Но помимо креветок, там еще будут и овощи, друзья. Нарезаем довольно-таки крупно. Значит, по оригинальному французскому рецепту. Кстати, суп это называется биск. Я забыл сказать главное. Креветочный биск. Его можно делать не только из креветок, из любых ракообразных. Из раков, из, не знаю, омаров. В общем, любые ракообразные. Лук. Вот эта вся красота, вся зелень отправляется в кастрюлю. Немножко идет чеснок, вот такой молоденький. Его даже очищать не обязательно от шкурки. Она настолько молоденькая, ее можно прям так кушать. Чесночок тоже в кучу. Также сюда идут очищенные от шкурки помидоры. Опять мешаем. Мне начинает нравиться это блюдо, друзья. Смотрите, какая бурда здесь получилась. Но результат фантастический, друзья. Значит, пока это выглядит очень все непрезентабельно, непонятно. Но вы смотрите дальше, что будет. Также сюда идет томатная паста. Наверное, ложки 3-4 здесь. У нас немало. Объем не маленький. Вот так. А теперь специи. Значит, немножко сюда идет чабреца.
Черный перец, без него никуда. Ну и, конечно же, не забываем посолить. Ну куда же без вина, друзья? Это же французы. Значит, сюда идет 1 стакан или бокал белого вина. Сухого белого вина. Вот это все в белом вине еще чуть-чуть покипит. Минут 15. Друзья, вы представляете, какое состояние? Это уже практически тушится. Теперь вот на этой стадии что мы делаем? Это, так скажем, бульон. То есть та водичка, где наши креветки варились. Представляете, какая она красная. Друзья, я ни в коем случае не хочу переквалифицироваться на, как говорится, на высокую французскую кухню и так далее. Просто это блюдо, так скажем, оно вот своей необычностью меня покорило. Просто стало очень интересно, и за это решил попробовать. Ваше здоровье. Я никогда даже не думал, что из этого что-то можно сделать. Все мы обычно, когда кушаем раки, креветки, все это, естественно, выбрасывается. А вот товарищи французы предложили такой суп. Я, как вам до этого говорил, я его дома сделал. Такой в маленькой порции, небольшой. Попробовал, и мне понравился. Друзья, а теперь вот это должно все уже повариться. То есть на это у нас уйдет тоже где-то, наверное, час. Друзья, прошел, как я говорил, час. Вот это все у нас, смотрите, как выварилось. Вот такая масса получилась. Такого интересного цвета. Сейчас мы что делаем? Сейчас мы вот это все пробиваем блендером. То есть измельчаем, насколько это возможно. Друзья, максимально вот так пробил, то есть насколько возможно было размешал. Получилась довольно-таки однородная вот такая масса, посмотрите. Как кашица, такой густой суп. Но это еще не все. А для нашего супа, для нашего биска еще нужны сухарики, друзья. Так как суп французский, хлеб тоже у нас французский. Багет. Чуть-чуть оливковое масло. И чуть-чуть наш хлебушек нужно посушить до состояния сухариков. Кладем его прямо вот сюда. Друзья, а теперь вот эту нашу красивую кашицу, креветочную и овощную, мы пропускаем через вот такое мелкое сито. Друзья, попробовал другим способом. У меня вот такая на кухне была, кстати, французская, по совпадению. Такая ручная мельница, как, я не знаю, это терка или что-то в этом роде. Вот ей намного лучше получилось. Смотрите как? Мулен руж. Там и написано мулен. Вот таким вот образом. О, супер, ребята. Это какой продуктивный метод оказался. В общем, мой мулен руж оказался полезным. Он как раз и создан, по-моему, для таких
суп-пюре. Вуаля! Посмотрите, друзья, на этот французский суп. Друзья, столько ждали. Теперь торопиться не надо. Нужно подготовиться тщательно. Потому что этот суп, креветочный биск, едят именно так. Нужно нарезать зеленый лучок. Мелко. Посмотрите, какой он цвет интересный имеет. Вот он. Теперь, друзья, сливки. Традиционно это суп. Едят со сливками. Чуть-чуть. Вот так. Теперь сюда идут креветочки. Штук 5-6. Можно и 10. Вот так. Сухарики. И сверху вот так лучок. Друзья, это не суп. Это просто шер-шаляфам. Друзья, те, кто креветки очень любят, этот суп им понравится. Но он очень необычный, я вам честно говорю. Он очень специфичный вкус имеет. Такой сладковатый, ну как и мясо креветки, вы сами знаете. Такое сладкое. Сладкий, но очень выраженный вкус. Вот очень морской суп, да. Вот я не знаю, уха перед ним это просто детский сад. Он очень ярко выраженный морской суп. Но мне нравится. Мне нравится. Этот суп, конечно, так скажем, да, его часто не поешь, но вот иногда он может так зайти. Ну, просто супер. Так что суп, как минимум, необычный и стоит того, чтобы его хоть раз в жизни приготовить. Рецепт немножко не очень простой. Ну, сказать, что он очень сложный, тоже нет. Там просто много таких действий, да, так скажем. Но зато он очень бюджетный. То есть это все мы делаем из остатков раков, креветок и так далее. До новых встреч на нашем Каспийском морском канале. До свидания.